Всех приветствую. Всего несколько монет на крипторынке у нас показывает положительную динамику роста. В основной же массе у нас все красное. Обзор, анализ, прогноз криптовалют. Давайте посмотрим, что у нас происходит на этом рынке. По шортам биткоина каждый день мы наблюдаем рост данного показателя. Сегодня это плюс 10%. И если же смотреть на динамику в 14 дней, ничего не закрыто, продолжают увеличиваться шорты. Ступеньками планомерно все больше и больше шортов. Сегодня также плюс 10%. Страха стало у нас за последние сутки больше. Показатель теперь 33, до этого было 38. Это по-прежнему один из самых наименьших страхов за последний месяц. Посмотрим, как будет развиваться ситуация в ближайшие дни. Что касается ликвидации, почти 60 тысяч трейдеров было ликвидировано за последние сутки. И большинство из них это, естественно, были лонгисты, 63%. Grayscale сегодня нас не стали удивлять и просто купили немного биткоина и все остальное посливали. LPT, который они вчера покупали, слили, но совсем немножко в сравнении с тем, сколько они закупили. Из важных новостей хотелось бы отметить это листинг на бирже LSX ADA Cardano. Если кто-то из вас торгует на данной бирже, то теперь это можно делать и с Cardano. Одна из главных новостей вчерашнего вечера, после того, как я уже записал ролик, это листинг на Coinbase Pro таких монет, как Shiba и Chiliz. Также была монета Keep, но многих удивила монеты именно Shiba. Очередные собаки рвутся, можно сказать так, на хорошие площадки. На Coinbase Pro раньше ерунды всякой не листили. Посмотрим, как отреагируют котировки монеты Shiba Inu. Вот она у нас с собачкой. Вчера, конечно, памп на всех этих монетах был не слабый. Вот она запись в Твиттере Coinbase Pro. Данные монеты Chiliz, Keep и SHIB теперь доступны в регионах, где поддерживается торговля. Сама же торговля начнется в 9:00 по тихоокеанскому времени, в четверг. То есть в ближайший день, в ближайшие сутки стоит понаблюдать, как отреагирует цена на данных монетах. Помню, по ADE был выстрел наверх, а по еще одной монете, которая была после этого уже залистена, наоборот. Во время начала торгов ее задампили. Поэтому однозначного направления, куда будет выстрел и будет ли он вообще, конечно же, здесь не предугадать. Но, скорее всего, волатильность будет повышенная все-таки. Еще одна биржа, куда залистили Chiliz, это InTheDAX. То есть Chiliz у нас получается сразу на две биржи. Это, конечно же, неплохо. Но Shiba тоже не осталась в стороне, и у нас есть по ней еще одна новость. Раздача ставок, airdrop, так сказать. Каждому держателю будет дан 1 STK за 1000 Shiba. Снимок будет призрачным, он будет сделан в период с 21 по 22 июня. Это отличная новость. Как только, мне кажется, выкатят Binance подтверждение, что они, допустим, поддерживают данный airdrop, цена на Shiba подлетит. Поэтому 21-22 июня на этих собачках будет airdrop. Также очень важная новость не только в криптоиндустрии, но и вообще во всем мире. Очередное заседание ФРС США. Его назначили на среду, сегодня, 16 июня. На ней будет решаться дальнейшая денежно-кредитная политика в США. Информация, которая может прозвучать на данной конференции, может спровоцировать движение доллара в ту или иную сторону. А резкие движения доллара, конечно же, могут сказаться и на биткоине. Биткоин же потащит всю крипту за собой. Поэтому сегодня в 21:00 по московскому времени последите, куда у нас будет идти криптовалюта. Само же заявление Джерома Пауэлла будет примерно в 21:30. Также одно из важнейших событий, связанных с США и Россией, это сегодня встреча Джозефа Байдена и Владимира Путина в Женеве. Многие считают, что там будет обсуждаться санкционная политика и различные спорные вопросы. В зависимости от того, как они будут разрешаться, курс нашего рубля, вряд ли это будет курс доллара, будет шататься из-за этого, но курс рубля может значительно изменить свою цену. При каких-то хороших новостях для России, естественно, рубль может укрепиться, но если договориться с Байденом не получится, то, я думаю, произойдет разворот как раз на этих уровнях, и курс рубля может снова повышаться начать. Встреча начнется в Женеве в 13:35 по местному времени, она уже началась, потому что это 14:35 по Москве, но обсуждение двух президентов будет продолжаться чуть ли не весь день. Расширенная встреча Байдена и Путина с участием делегации начнется в 15:55 по Москве, в 17:40 состоится второй раунд этой встречи, то есть до самого вечера будут они встречаться и что-то обсуждать. Также интересно будет последить за котировками валют. Ну а что же касается криптоновостей, то Банк Англии обещает
криптокомпаниям жесткое регулирование. Очередная плохая новость, на этот раз из Англии. Я считаю, что как лица, определяющие государственную политику, мы должны четко обозначить требования к инновации, которые должны служить общественным интересам, сказал Бейли. Бейли — это у нас глава Банка Англии. Также он заявил, что криптовалютам и компаниям-криптовалютам не стоит рассчитывать на регулятивные поблажки. Что-то он раньше времени начал пугать криптокомпании, когда к нему еще и не обращались толком. Видимо, не успел купить биткоин по 100 баксов, а так хотелось. Новости по Ripple. SEC добилась 60-дневной отсрочки в деле против Ripple. Суд удовлетворил ходатайство комиссии по ценным бумагам и биржам США SEC о продлении 60 дней срока обмена доказательствами в рамках разбирательства с Ripple. Рассмотрение дела перенесено с 31 августа на 15 октября 2021 года. Кто там любит торговать Ripple? Запишите себе в блокнотик 15 октября 2021 года. Также юрист заметил, что в итоге разбирательство может завершиться только к началу 2022 года, а может и еще даже будут переносить. Компании Tesla предложили возобновить прием платежей в биткоине, ведь условие выполнено. В результате последних запретительных мер властей Китая в отношении майнинга более половины хэшрейта биткоина генерируется на основе возобновляемой энергии, сообщил основатель и глава пула BTC Top Цзян Джуэр. Если это действительно так, то это отличная новость. И Маск, я думаю, прибережет ее для хорошего пампа битка. То есть, если по факту уже условие выполнено, то, допустим, очередной твит Маска о том, что Tesla возобновляет прием биткоинов, снова может помпануть цену до небес. А в США создают рабочую группу по изучению криптовалют. Председатель комитета по финансовым услугам Палаты представителей Конгресса США Уотерс объявила о создании специальной рабочей группы по изучению криптовалют и государственных цифровых валют. Скорее всего, будет упор сделан на второе, на госкрипту. Эта рабочая группа будет заниматься изучением цифровых валют и криптовалют, а также будет изучать способы, как их регулировать. Также сообщается, что это уже не первая рабочая группа в США по изучению криптовалют. И первая группа была также направлена на разработку четкого регулирования криптовалютной индустрии в США. Видимо, не могут они никак решить, потому что группа была аж в мае создана, а регуляции пока так и нет. Вот у нас теперь будет вторая группа. Будут сидеть вдвоем, две кучки групп и решать, как же все это дело зарегулировать. Bank of America 81% управляющих активами назвал биткоин пузырем. Но данная новость нужна чисто из-за громкого заголовка, чтобы вкинуть немного негатива. Потому что, что такое мнение управляющего активами? Назвал он биткоин пузырем. Если их руководители скажут, что теперь мы занимаемся криптой, естественно, они поменяют свое мнение. И в конце неплохая такая новость, то что министр финансов Туниса заявил, что владение биткоином не должно считаться преступлением. Он хочет изменить законодательство страны и сделать его более дружелюбным по отношению к биткоину и другим криптовалютам. В этой стране в апреле арестовали 17-летнего подростка за совершение криптовалютной транзакции. Ему приписали отмывание денег, потому что не смогли просто установить происхождение этих средств. И вот спустя пару месяцев за этого парнишку вступился министр финансов. Видимо, он ему перевел немножечко крипты, а возможно и нет. Давайте посмотрим, что у нас происходит на графиках. График биткоина у нас пока что идет по плану. Потусовались мы здесь в расчетной зоне, так и не пробили уровень сопротивления, и данная свеча текущая у нас пока проливается вниз. Это не значит, что мы сейчас все полетим бодро вниз, но это один из предвестников того, что все идет у нас по плану. 3 волны вверх отрисовали, теперь у нас должен быть поход вниз. Пока предположительно вот до данных уровней в район 30 тысяч долларов за биткоин. Напомню, сегодня у нас заседание ФРС, ставку могут изменить, доллар может качнуть, естественно, биткоин также может качнуть, например, даже наверх. По эфириуму мы также находимся в предполагаемом треугольнике, здесь мы отбились, до верху пока не дошли, находимся примерно в середине треугольника, прогноз все тот же, основное движение у нас на снижение. По Ripple прямо сейчас рисуем свечку вниз и, возможно, еще раз сходим. Похоже, чтобы протестировать уровень сопротивления, мы, получается, хаи не обновляем, а постоянно бьемся просто об этот уровень сопротивления. Посмотрим на этот раз, сможем ли мы его пробить. Уровень у нас на 0.8 находится в этом районе, об него все бьемся. И именно как завершится ситуация возле этого уровня и покажет нам, куда мы все-таки пойдем по Ripple. Пробиваем вниз, тестируем, значит будем снижаться. Если же мы все-таки отобьемся и хоть хай-то обновим какой-нибудь, будет надежда на разворот наверх. По биткоин доминации мы также пока прем наверх.
Биткоин у нас продолжает ее увеличивать, но уже не так бодро. Здесь у нас был такой вот импульс большой, поменьше, сейчас еще меньше. И у нас и вырисовывается такой, если бы это была цена какого-то актива, то можно сказать такой клин, который пробивается вниз. В принципе, я и без этого клина ожидаю пробития, вернее, похода данного показателя вниз и снижения доминации биткоина. А это значит, что вполне возможно при данном снижении доминации альткоины смогут хотя бы немного подрасти. Рассмотрим несколько валют, криптовалют, которые оставили в комментариях. Это у нас XLM первое. Предыдущий прогноз на экране. Что у нас здесь было? У нас здесь была отмечена зона, куда мы должны были прийти. И мы пока в ней так и торгуемся. Пик волны 1 не пробит. Тенденция у нас пока сейчас нисходящая. Что у нас здесь может происходить? Но объемов пока так и нет. По последнему движению можно построить такой нисходящий канал. Бьемся о нижнюю грань. Сейчас, в принципе, у нас сил даже не так много. Мы даже середину этого канала пробить вверх не можем. То есть мы вот здесь имеем уровень поддержки и сопротивления. Бились и все-таки пробили. Протестировали снизу. Сейчас еще раз ударились снизу. И здесь вероятности пойти вниз, конечно же, больше, чем наверх. Что у нас здесь говорит за лонг? За лонг у нас то, что здесь дивергенция на индикаторе и цене. Возле уровня, конечно, нежелательно бы торговать, но если вы боитесь остаться там без монеты и думаете, что она сейчас улетит наверх, то здесь можно будет купить с расчетом движения наверх. Стоп, естественно, обязательно за основание данного импульса. Но еще раз говорю, объемов здесь нет. Здесь, конечно же, опасно входить. Поэтому мы еще и в нисходящем канале, как вы видите. А так, глобально, пятая волна у нас еще не дорисована. И я ожидаю, что вот сюда хотя бы мы должны уж вернуться. А может быть, даже и выше пойдем. Тут уже надо будет по факту наблюдать, смотреть. Объемы бы здесь повыше, а так все в принципе нормально. Вот здесь был такой явный импульс на объемах. Сейчас получается коррекция, и вполне вероятно, если мы ниже не пойдем, то отсюда может начаться разворот. Также стоит понаблюдать, и стопы, конечно же, желательно, обязательно, как говорится. Еще что-то я хотел посмотреть. Да, Шибу уже я хотел посмотреть. То, что она у нас стрельнула. Что у нас сейчас здесь происходит? Так, мы ее смотрели. Были аж вот здесь. Волна 1, 2, 3. Сейчас мы находимся в четверке. Предположительно, вот эта цель, это уж, естественно, у нас продлевается. Я здесь не по времени их рисую, а по уровням цены. Пик волны 1 мы не пробили. До него еще далеко. Можем и вниз сходить. Но пока дно у нас образовалось на данных уровнях. Кстати, если включить дневки, наверное, даже и на дневках. Нет, здесь пока нет у нас дивергенции. Но на 4 часах индикатор, смотрите, здесь намного выше, чем здесь. А цена ниже. Это у нас дивергенция на то, чтобы пойти наверх. Притом еще и новости нам хорошие подвезли. Единственное, что нас вчера остановило, это вот эта вот скользяшка нехорошая. Думаю, если нам удастся ее преодолеть и протестировать и пойти выше, то это открывает большие пространства для дальнейшего роста по этим собакам. К тому же и объемы здесь в коем-то веке появились. Смотрите, ничего не было, все лежало, объемов не было, а здесь все это начало получать объемы. Прям надежда вселяет. Но вот здесь похоже пока на вот такую структуру, что это у нас была на объемах третья такая волна. Сейчас мы снижаемся в четвертый. И вот здесь у нас расчетная зона, где можно рассматривать варианты, чтобы это дело все лонгануть на пятую волну. Выглядит, конечно, не стопроцентно, но здесь появилась надежда на то, что мы пойдем с этими собаками вместе весело наверх. Я, наверное, даже немножечко их прикуплю. Тем более airdrop скоро. Может и Binance захочет что-то нам раздать. Поэтому собаку я бы рассматривал как вариант покупки. Так, еще что у нас здесь? Так, это у нас тоже из комментариев. Мина. Что у нас такое? У нас здесь все весело грохнулось прямо вниз и лежит никому не нужное. Здесь похоже на отскок, но уже даже на этом таймфрейме вижу, что он, по-моему, не дорисован. Да, в принципе, как по собакам. Но по собакам хоть новости какие-то бодрые выходят, а здесь, ну, также явно. 1, 2, 3. Сейчас идем в четверке. Пока 3 волны вниз. Стоит это понаблюдать вот за этим совсем. Кстати, мы уже впритык пришли к пику волны 1. Если мы будем проливаться еще и дальше, то брать это пока точно не стоит. Если же мы на этом всем остановимся и здесь у нас образуется разворот, то тоже неплохой вариант прикупить. Если какой-нибудь заходной прямо здесь вот образуется, то со стопом за основание можно будет брать. Мы здесь прям на грани. На грани за пик волны 1 мы не должны заходить и закрываться свечкой. Точно не должны. А цель волны 5. Первая, это, естественно, предыдущий пик. Так, глобально я не посмотрел, что у нас здесь. Ну, а тут смотреть нечего, истории толком и нет. Как мячик упал
упал, отскочил и дальше покатился. И только вот здесь мы какую-то нашли возможность оттолкнуться от дна. Кстати, еще один фактор на то, что мы можем развернуться и пойти наверх. Индикатор здесь выше, цена ниже. Дивергенция на лонг. И последняя сегодня у нас валюта. Это IOTA. Тоже из комментариев, что у нас здесь. Так, она у нас давнишняя, и мы ее ни разу не смотрели. Надо же. Ну, что тут из очевидного? Давайте сначала построим. Если у нас здесь какие-то есть явные уровни. Вот уровень. Сюда долбанем. Но здесь, в принципе, структура аналогичная. 1, 2, 3, 4, 5. 3 у нас вот здесь. Мы находимся в 4. 5 у нас, естественно, вот здесь. Включаем 4 часа. Что у нас здесь локально? Мы находимся под скользяшкой. Мы не пробили уровень сопротивления. И значит, пока все в силе. Что у нас из структуры? Имеется 3 волны наверх. Это не похоже на разворот, но мало ли крипта у нас и не с такого разворачивалась. Это может быть не 3 волны наверх, а, например, 1, 2, 1, 2. И теперь пойдем дальше растягивать, например, тройку. Что касается коррекции, она вполне возможно и завершилась. Здесь у нас движение очень похожее на АБЦ-шку. А вот здесь у нас непонятки. У нас здесь либо еще не хватает одной волны вниз, и потом уже разворот, либо мы уже развернулись с 1.2, 1.2. Поэтому какой у нас выход? Нужно принимать, как говорится, торговое решение и либо уходить с этой монеты, либо покупать. Если это 1.2, 1.2, значит начало импульса здесь, значит здесь можно покупать и стоп за основание этого импульса. Есть еще два варианта установки стопов, либо покупать прямо вот здесь с расчетом, что мы пойдем наверх и стоп сюда, либо супер консервативно, стоп вообще вот сюда. Но я думаю, сюда мало кто поставит, слишком он уж далеко. Это, в принципе, неплохой вариант. Здесь рисуется что-то наподобие заходного. Давайте посмотрим на часе. Нет, у нас здесь крипта льется вниз, прямо в данный момент. Здесь мы уже зацепили волну 1. Нет, в данный момент это точно уж не стоит покупать при таких проливах. Мы прямо сейчас льемся. Поэтому, когда становится, смотрите, наблюдайте. В принципе, здесь есть шанс на разворот. Но также есть вариант и еще раз протестировать уровень поддержки. Глобально, конечно же, это дорисовка пятой волны. Либо примерно с этих уровней, либо вот так. На этом сегодня все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите в комментариях свое мнение. Всем удачной торговли и счастливо!